Друзья, всем привет! И сегодня мы прилетели в Анталию. Зачем и почему, узнаете в этом видео. Поехали! А приехали мы сюда для того, чтобы купить квартиру. Идея приобрести недвижимость в Турции и переехать жить появилась недавно, но все наши познания об этой стране были основаны на информации из интернета. В основном блогов и видео на YouTube. При желании вы легко можете найти как отрицательные, но в основном положительные отзывы русскоговорящих жителей Анталии или Алании о том, как здесь хорошо, какая чудесная погода, какие качественные продукты и насколько приветливы турки. Но мы решили сами съездить и своими глазами посмотреть, так ли это на самом деле, и уже на месте принять решение о покупке квартиры. Перед поездкой мы связались с одним из агентств по недвижимости, обговорили условия сотрудничества, озвучили наши пожелания, бюджет и пришли к взаимному согласию, когда именно стоит приезжать. К тому же со стороны агентства нам был обещан трансфер с аэропорта, бесплатное проживание в отеле на 3 дня и самое главное, что для нашего бюджета и небольшую особенность финансовой ситуации есть очень много стоящих вариантов, которые соответствуют именно нашим требованиям. Поэтому я приобрел для нас билеты на своем сайте, ссылку на который вы можете найти в описании под каждым из моих видео, и мы отправились в путь. А вон наш встречает. По прилету, выйдя из пустого аэропорта, нас встретил водитель, и мы направились в забронированный агентством отель. Да, по-моему, они хорошо зарабатывают, если они так нам предоставляют. Он сказал, что если надо что-то, то сюда нажать кнопку. Да, если нам надо. А если не надо, то не надо. Вот в таком комфортабельном бусике нас встретили. Жалко, что здесь нет мини-бара, но зато добродушный водитель взял наши вещи и аккуратненько их поставил и за нами ухаживал. Excuse me, can you switch off the light so we can see what's... Okay, thank you very much. Water? Oh, no, thank you very much, thanks. Yes, thanks. На утро нас встретил риэлтор, и мы поехали в главный офис познакомиться и согласовать план действий с директором. С виду мужик нормальный, но первое, что мне не понравилось, он сразу переспросил наш бюджет, как будто до этого риэлтор его не поставил в курс дела. И мне пришлось заново ему объяснять про пожелания, требования и цели приезда. Второе, это то, что он уже сам за меня решил, что мне все понравится и я точно куплю лучший вариант. Что сейчас самое лучшее время для покупки и так далее и тому подобное. Что $3000 зарплата в месяц для Анталии это вообще пыль. В общем и целом много текста ни о чем, и поэтому я его воспринял как торгаша на базаре, только более дорогим товаром. Хоть на улице и было дождливо, мы все же поехали смотреть варианты квартир, полной решимости и надежд. Что мне нравится в турецких квартирах, так это то, что они уже продаются с ремонтом, а дом с мини-инфраструктурой. В цену, понятное дело, ремонт закладывается, а вот большим минусом является маленькая площадь за довольно приличную сумму. Вот эта квартира стоит 53 000 евро.
Коньялты, район Хурма и примерно 5 километров от моря. Сами же турки любят огромные квартиры по доступным ценам, поэтому покупают и живут в отдаленных районах от побережья. Следующей нашей остановкой был Новострой. Комплекс, который должен быть сдан в эксплуатацию через полгода. Квартира такая же, как и предыдущая, а именно одна спальня и одна студия с кухней, что в Турции называется 1+1, и стоила 63 тысячи евро. И это не считая растрат на тепло, газ, документы и мебель. Даже град не стал помехой поехать и посмотреть еще один вариант. Кстати, он нам понравился больше всего. Беседка, открытый и закрытый бассейн, вид из окна и примерно 4 километра от моря. Без мебели 53 тысячи евро, а с мебелью можно было сторговаться на 57 вместо заявленных 59. Но уж очень она нам показалась маленькой. А что думаете вы? Напишите в комментариях, был ли смысл покупать такую маленькую квартиру молодой семье. Из-за непогоды еще несколько вариантов мы просмотрели мельком, так как один нам не подошел по бюджету, а другой по расположению. Но в целом микрорайон Хурма мне понравился. Так как мы были настроены решительно, то согласились посмотреть все, что предложат. И потому нас повезли в соседний район под названием Сарысу. Это новый район с домами и постройками, где недвижимость чуть-чуть дешевле. А все потому, что находится на окраине города. Но самая главная причина в том, что здесь построены очистные сооружения со всего города, и поговаривают, что часто стоит неприятный запах. Признаюсь честно, как только мы подъехали, даже риэлтор его учуял и засомневался, стоит ли здесь останавливаться вообще или ехать дальше. Но мы все же решили выйти посмотреть, что к чему. И о чудо, запах канализации исчез, сменившись на свежий от сосновых рощ. Сам комплекс нам очень понравился, тем более квартира 2+1 с 2 санузлами. Бассейн во дворе, чистая территория, сауна и тренажерный зал. В общем, все, что нужно для хорошей жизни. Но было в нем и несколько минусов. Во-первых, это, конечно же, отдаленный район, находящийся за очистными коллекторами и в относительной отдаленности от моря. Во-вторых, рядом находился частный дом с живностью и постоянно был слышен запах бараньего навоза. Ну и самое главное, эта квартира была за пределами нашего бюджета, а именно 76 тысяч евро. Несмотря на это, разглядев мой интерес, нас сразу же пригласили в офис на чай, так сказать, обрабатывать. Çay. Sen ver bize bir 4 tane çay ver. İçsin. Я ему говорю,
давай мне скидку, оплата, говорит, если кэш, говорю, шекер. Но нас так просто не проведешь, и мы поехали дальше. Тем более, что на следующий вариант мы возлагали большие надежды. Дело в том, что именно эту квартиру мы облюбовали еще на сайте. Но и тут оказалось не все так просто. Сначала объект снимался с продажи, затем снова появлялся, но уже на 10 тысяч евро дороже. Потом из-за скачка курса лиры цена могла меняться в пределах 5000 евро за неделю, как в одну, так и в другую сторону. И чтобы ее выгодно купить, нужно было успеть вовремя, именно в нужное время. Ну и даже несмотря на то, что в офисе агентства была заявлена цена 66 тысяч евро, на месте оказалось, что столько стоит объект на первом, непопулярном этаже с плохим видом. А вот та, которая повыше, с видом на улицу, стоит 69. И конечно же она абсолютно пустая и требует еще многочисленных вложений. На мой вопрос, почему изначально цена на сайте не соответствует цене на месте, риэлтор ответила довольно спокойно и просто. Риэлторский бизнес-маркетинг. Судя по всему, таким же риэлторским маркетингом было решение повести нас в еще более отдаленный район города, совсем не там, где мы хотели бы жить, чтобы показать, по их мнению, самый лучший вариант на наш бюджет. С помощью государственной поддержки застраивается огромная территория с хорошими домами и очень развитой инфраструктурой, такими как школы, садики, парки, ну и мечети, куда же без них. Строительство началось с большого закрытого комплекса, мимо которого проходит трамвай, обещающий вас быстро довести до набережной в 8-10 километров пути. Так как проект направлен на поддержку турецкого населения, государство предложило программу доступного жилья для местных под очень маленький процент, которые будут составлять 95% жильцов. Преимуществом проекта и в целом застройщиков Турции является то, что они знают, как правильно преподносить предлагаемый вам товар. В чем отличие этих этапов? В том, что здесь закрытая территория, парковка, вот здесь подземная парковка для всех есть, здесь вот бассейн. Ну, если вот так посмотреть, то разного типа квартиры есть, но немного. Дальше пусть он рассказывает, вот эта дорога, которую мы сейчас здесь видим, значит, спорткомплекс, там мечеть. Şurası neydi? Kolej mi? Здесь получается Müze, kütüphane, sanat etkinlik alanları, kolej alanımız şurası. Ага. Там музей, мечеть, Ben культурные şunu size здания. vereyim isterseniz daha rahat. Вот здесь музей, культурные здания. Здесь больница. Вот здесь полностью здесь парки. Вот этот весь этап называется Махалле. Еще у них есть вот этот этап. Здесь тоже нет закрытых территорий, как вы видите. Вот здесь торговая улица полностью. Вот так вот. Здесь видите первые этажи, коммерческие помещения. И здесь у нас торговый центр. Трамвай вот так будет заезжать вот сюда и вот так, видите, какие вот так остановки. И откуда будет выезжать, не знаю. Вот здесь трамвайная остановка, дальше куда он едет. Ну вот так, наверное. И в Кони-Алты. Значит, вот что я могу вам предложить. Вот здесь заезд прям на закрытую территорию. Этот этап называется Туркуаз. Начиная от первых блоков и потихонечку они сдают. Значит, Turkuaz'ın teslim tarihleri hatırlatabilir misiniz bana? Tabii ki. Şu Вот это ilk 9 blok первые 9 блоков. seneyi yazın. На следующий год до сентября первые 9 блоков. А, Б, С. Şunlar değil mi? A, B, C, D, M, A, M. Şu L. E, Ага. L, K, T. Вот эти 9 блоков. До конца сентября сдача. Вот в этом блоке, в Ж-блоке, есть одна квартира с этой стороны. 2+1 на А вот это что такое? Вот эти? Была, по крайней мере. Тоже, Торговые центры или дома? Нет. Bunlar ev değil mi? Onlar ofis
офис. Ticaridir orası. Alışveriş merkezinin yanıdır. Здесь торговый центр, а это офисные здания. То есть здесь не жилая. Вот с этой стороны была квартира на 7 этаже 2+1. Şu J-блок'ta iç tarafa bakan 2 artı 1 duruyor mu hala? Duruyor. Она еще есть. Вот из всего, что мы смотрели на этажах 2+1, я на прошлой неделе здесь была, здесь купили квартиру. 2+1, вот с видом на внутренний бассейн, самый хороший. Самая хорошая квартира, поэтому как бы, если покупать, то такую покупать. Теперь я предлагаю пойти посмотреть образцовую квартиру и потом придем, уже поговорим по ценам и что есть. Давайте же вместе с вами пойдем и посмотрим, как будут выглядеть квартиры и сколько они стоят. В этот раз озвучиваю фиксированную цену в турецких лирах, так как волатильность валюты в последние времена относительно высокая, и цена в долларах или евро будет постоянно меняться. Şu an örnek dairesi yok. Ama 2 artı 1'in o söylediğim 7. katta kapalı mutfak. Doğru. Значит, то, что я вам показывала, квартира, она с отдельной кухней. Это квартира 3+1, здесь 165 квадратов. И есть еще одна образцовая квартира 2+1, где американского типа. Пожалуйста, вот такая будет отделка, соответственно. Вот, Электрический что? дрон ставлю. Угу. Кондиционеры нет. Плита, духовка, вытяжка есть. То есть вот такая отделка будет, такой паркет, так будет такая краска, будет, радиаторы будут. Комби koymuyorsun sen. Kombi yok, merkezi sistem Здесь, pay ölçerli olacak. здесь система, центральная система отопления с счетчиком, сколько вы отопили, столько и Газ. ну да, газ. Угу. Ну, радиаторы уже есть, нужно будет кондиционер закупать. Вот такая отдельная кухня. А вот 2+1 будет... Kısmı yoktu değil mi? 2 artı 1. Mikrodalga ile buzdolabı yok. Вот это Ama dolap, микроволновки. çerçeve dolap şu var. Микроволновки и как бы из бытовой техники холодильника нет. Посудомойка есть, плита, духовка, вытяжка есть. Антибактериальные кори. Такая отделка. А балкон вот это часть. Это 3+1, да? Это 3+1. Угу. Дальше смотрим. Это мы идем. Техника Угу. будет в ваннах и такая фаянсовая плитка. Ну, здесь, соответственно, декорация, как бы, ну, такие шкафчики, все такое, ну, здесь обычная, как бы, стены будут водостойкой краской. Угу. Дизайн, конечно, неплохой. Это 3+1, да? Потому что 2 ванны. Сориентируйте сейчас. Да, сейчас пойдем, сядем, сразу спросим, какие остались, да, на 2+1. Şöyle daha rahat tarif edebilirsiniz. Burası salon mutfaklı metrekare ya. Bundan daha 1 metrekare daha büyük dikdörtgen sadece salonlar olmuş. Если с отдельной кухней покупать, то зал в той квартире, где отдельная кухня, больше на 1 квадратный метр. Больше? Да, и плюс еще кухня. То есть подумайте, что вот такой зал и плюс еще кухня. И 2 такие стены. Yatak odaları aynı değil mi? Yatak odaları aynı değil. Demin gezdiğimiz 3+1'in yatak odası Bir çocuk odası. daha büyük. Hı hı. Bakacakları dairenin yatak odası daha büyük. Çocuk odası buradan 2 metrekare daha büyük. Ага. Mutfağı da 3+1'i mutfağa kadar. Ага. Значит, кухня один в один, которую вы там видели, основная спальня больше на 3 квадратных метра, чем 3+1. И вторая комната спальная больше на 2 квадратных метра. 1105 квартир есть, 700 из них продано. Из этих 700
06, русскоговорящий. Ну и чтобы сложить полную картину о недвижимости в Анталии, в качестве бонуса мы еще попросили показать нам несколько вариантов в центре города в районе Мурат-Паша. По цене недвижимость здесь дешевле, так как район довольно старый. Правда, древние постройки обещают снести в течение 2 лет и построить новые. На территории комплексов нет бассейна, инфраструктуры, дома близко друг к другу и относительно далеко от моря. А вот квартира достаточно хорошая и по благоприятной цене – 450 тысяч лир. Следующий же вариант наоборот. Есть инфраструктура, но единственный оставшийся был с видом на заброшенную промзону через дорогу. И поэтому мы даже не поднялись его посмотреть и не узнавали цену. На то, чтобы принять хоть какое-то решение относительно того, что мы увидели в течение дня, нам нужно было время до утра. Хорошо все обсудив за ужином в лучшем ресторане на набережной, мы все-таки решили не покупать недвижимость в Турции. По крайней мере, сейчас. Такую новость риэлтор восприняла с удивлением, но все же придерживалась своей части договора. Отель на 3 дня и трансфер были бесплатные. Причины не покупать здесь жилье не столько объективного, сколько личного характера. В итоге куча просмотренной информации в сети до приезда, мечта жить на море, бесконечное множество ожиданий, увиденные районы города и различные варианты квартир, финансовые растраты и все ради того, чтобы уже здесь на месте почувствовать себя чужим. Друзья, как вы успели заметить, мы не купили квартиру в Анталии, поэтому нам ничего больше не остается делать, кроме как ходить на море и наслаждаться замечательной погодой, а также посещать достопримечательности этого города. Но это уже совсем другая история, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и новые выпуски об Анталии в следующих видео. До скорых встреч!